Если вы мечтаете попасть в параллельный мир, как в Рике и Морти или Докторе Стрэнджа, то на самом деле достаточно всего лишь сгонять в Китай. Там все так же, но немного по-другому. Я имею в виду в первую очередь, конечно же, обилие подделок под известные бренды. Китай — это главный источник экспорта альтернативной реальности. Абибасы, Найсы и так далее. А вот ресторан OFC похож на реальное место, куда Обама может отправиться после своей президентской карьеры. Свободная касса. Подделки — это всегда смешно. И одним лишь шмотом с игрушками дело не ограничивается. Китайскую альтернативность можно проследить во всем ее великом поп-культурном разнообразии. Нелицензированные китайские видеоигры нам хорошо известны еще со времен Дэнди. Однако даже сейчас Китай грешит подделками популярных тайтлов. Например, главная китайская моба-игра, клон Лиги Легенд 300 Heroes. Главным отличием от Лола являются как раз эти 300 героев. Тут целая писина куча персонажей на любой вкус. Шрек, Робот Валли, Наруто и еще пара сотен других стыренных из различных игр и аниме героев. Но больше всего мне, конечно, нравится Шрек, чей коронный прием — это швыряться ослами. Это же охуительно. На морду зеленому огру тут нацепили маску, пытаясь, наверное, скрыть хоть немного его причастность к Шреку. И если они хотели сделать из Шрека черепашку-ниндзю, то почти получилось. Смесь из брутальных анимешных воинов, полуголых девиц и мультяшных человечков выглядит забавненько. Было бы еще более забавненько увидеть подобную моба-игру с персонажами из советских мультфильмов. Однако тот факт, что в 300 героях есть магазин для выкачивания из геймеров реального бабла, делает игру все же больше паршивым воровским суррогатом, чем милым и безобидным бутлегом. Недавно в сети форсили также китайскую подделку Overwatch — Легенду Титанов, где геймплей и персонажи выглядели очень похожими на свои заморские прототипы. У тебя нет ощущения дежавю? Черт, Легенда Титанов! Как же я обожаю такие бессмысленные названия, составленные из рандомных эпичных пафосных слов. Типа «Судьба богов» или там «Кубок зла», «Великое противостояние». Ой, я не хотел, извините. У всех, судя по всему, так сильно бомбануло с китайского Overwatch, что ролик с геймплеем был заблокирован по заявлению от Activision. Но, как в итоге оказалось, никакой Легенды Титанов в принципе не существовало. Китайцы заявили, что игра создавалась не для продажи, а лишь для презентации на какой-то там выставке. Мол, смотрите, насколько крутую игру мы можем сделать для мобилок и браузеров. Ну да, конечно. В конце концов, Легенду Титанов сделают чуть менее похожей на Overwatch и все равно релизнут. Известные мультсериалы в Китае тоже пытаются копировать. «Удивительный мир Гамбола» мульт с Cartoon Network стал одной из жертв наглейшего плагиата. Компания, производящая молочные продукты Miracle Star, использовала переделанный образ главного героя в качестве маскота. И в этом, в принципе, нет ничего такого, ведь персонажи зачастую рождаются не на пустом месте. Те же Рик и Морти вдохновлены Доком и Марти, а Соник, по признанию его создателя, получился с помощью слияния Микки Мауса и кота Феликса в одного персонажа. Так что с похожим на Гамбола козликом не было бы никаких проблем, если бы рекламные мульты не повторяли кадр в кадр отрывки из Гамбола. В поп-культуре допускается копирование сцен, но в качестве дани уважения, в качестве омажа. Здесь же мы видим наглейший плагиат. Засудить китайцев дело сложно реализуемое, поэтому авторы Гамбола бессильны в этой борьбе. Но ребята, кажется, все-таки придумали, как отомстить Miracle Star. Судя по всему, грядет кроссоверный эпизод Гамбола с участием китайского козлика. Это настолько же круто, как если бы в Overwatch добавили скины из китайской подделки. Ждем новостей! А вот компания Disney пыталась судиться с плагиатчиками. Клон тачек, носящий брутальное название «Автоботы», был выпущен в 2015 году как независимый и полностью оригинальный анимационный фильм. Глядя на постер, ждаешь графончика на уровне Пиксара, но на деле в автоботах все настолько плохо, что... Короче, вот смотрите сами. Это не дотягивает даже до уровня уроков хороших манер или детей против волшебников. Но мультфильм окупился в прокате. Итоги судебных разбирательств неизвестны, а создатели автоботов обещают вторую часть в 2017 году. «Мы можем сделать лучше», — заявляют они. Поверить не могу. Похоже, Дисней не так уж и всесилен. Вы смогли купить Marvel и Star Wars, но китайские тачки вам не по зубам. Существует также китайский клон Adventure Time. Но вот он, в отличие от Гамбола и тачек, только на первый взгляд кажется тупым плагиатом. Главные герои в легенде Лаки Пай весьма напоминают Фина и Джейка.
Красный говорящий конь со способностями мистера Фантастик и чувачок со странной формой головы. Стиль анимации, как видите, тоже позаимствован из «Времени приключений». От других китайских клонов Lucky Pie отличает одна важная деталь. Это не коммерческий проект. Авторы мультфильма неспешно рисуют его в свободное время и надеются, что когда-нибудь смогут изменить отношение к анимации в Китае. В интернете мультфильм смог отыскать народную любовь, причем больше на Западе, авторам даже донатят на новые серии. Создатели пытались пропихнуть свой мульт на китайское ТВ, но, похоже, на родине их детище никому не интересно. На данный момент вышло всего 3 эпизода, и они вполне милые, а главное, не повторяют сюжеты из «Времени приключений». Внезапно рекомендуется к просмотру. Если вы достаточно старый, то должны помнить левые белорусские книги про черепашек-ниндзя, Аладдина и прочих героев 90-х. Черепашки-ниндзя и большой шоколадный бум, черепашки-ниндзя против длинного старика, его помощников-карликов и блестящих шаров. Был даже кроссовер с Бэтменом. Задолго до официального кроссовера. Так вот, в Китае тоже есть похожая тема с книжками, только вот несменный главный герой там — это Гарри Поттер. Ну захотелось ребятам больше истории о юном волшебнике, стоит ли их винить за это? Гарри Поттер и Леопард идут к дракону. Это, короче, переделанный под Гарри Поттера Хоббит, то есть, по сути, это и есть Хоббит, но с измененными именами главных героев. Гарри Поттер и Золотой Доспех. Без понятия, что это, но надеюсь, что переделанный под Гарри Поттера парк юрского периода. Гарри Поттер и мензурка с ожогом? Стоп, это они так криво пытались перевести кубок к огне? Мензурка с ожогом? Нет? Что там делает муравей Флик? Гарри Поттер и... наполнитель большого. Вот что говорится в кратком описании книги. Гарри покидает Дурсли после тяжелого лета, после того, как Дудли зажег с танцовщицей животом. Такое ощущение, что они тупо фанфик решили распечатать. Хотя последнее творение Роулинг, думаю, приблизительно на таком же уровне. Перед тем, как уйти, летучая мышь Жук говорит Гарри, что в Хогвартсе приключилась беда. Все студенты превращаются в деревянные табуретки. В деревянные табуретки! Можно мне посидеть на Гермионе? Вообще эти штуки не очень похожи на табуретки, а слово «стул» переводится так же, как «испражнение». Гарри должен раскрыть эту загадочную тайну, и у него есть 4 подозреваемых. Злой ученик, изгой Хагрида, тень Волан-де-Морта и, самое страшное, наполнитель большого. Не знаю, возможно, имеется в виду воронка. Та самая воронка, через которую выходят все эти сумасшедшие подделки. Конечно, Китай не единственный источник безумного левака. И любим мы поднебесную страну отнюдь не только за подобный абсурд. Главной причиной является наш любимый AliExpress, где можно купить все, что угодно. И сделать это лучше всего прямо сейчас, ведь сегодня 11 число 11 месяца идет Всемирный день шопинга, когда люди по всей планете затариваются по самым путевым ценам. Да о чем тут болтать, скорее тычь по специальной ссылке в описании или лети на страницу распродажи самого крупного китайского магазина AliExpress или специализированного по гаджетам GearBest. Распродажа длится всего 1 день, так что шевели булками, пока весь Китай не разобрали. Если хочешь, чтобы цена была еще ниже, в дополнение ко всем скидкам рекомендую получать еще и возврат денег после покупки от 7 до 18% совместно с cashback.epn.bz. Официальный кэшбэк от AliExpress. Надо всего лишь зарегиться и перейти на Али через данный сервис. Вот так. Так давайте же вместе накупим товаров по самой низкой цене в году, обложимся ими и войдем в китайский астрал, где нас будут ждать китайские версии всех наших кумиров и близких людей. Аминь.